Всем привет! С вами Диман Оператор. Сегодня я расскажу вам о создании 5 роликов, которые выходили на моем канале. Это 3 ролика из серии прохождения через предметы и жидкости, а также ролик «Очень хорошенький зум» и недавно вышедший на моем канале ролик «Необычный подъезд в Самаре». Это не будет пошаговая инструкция по созданию подобных роликов. Моя задача, чтобы вы поняли общий подход к созданию подобных роликов. И впоследствии, имея в распоряжении все необходимые навыки и инструменты для работы с видео, смогли бы создать что-то подобное или даже лучше. Итак, без лишних слов, начинаем! Начнем с простого ролика. Его сюжет таков. Человек решил допить содержимое бутылки, вылив его в стакан. Но вдруг его рука начинает проходить сквозь стакан, не давая ему завершить задуманное. В результате, после очередной попытки взять стакан, он опрокидывает его на стол, и, естественно, все содержимое стакана разливается по поверхности стола. Думаю, многие уже в целом догадались, как это было сделано. Сначала я снял видео, которое стало основой для всего ролика. Я выливал содержимое бутылки в стакан, наклонял камеру для того, чтобы поставить бутылку на пол, и примерно в течение 10 секунд снимал только стол с небольшим движением камеры. Как только 10 секунд истекали, я клал руку на стол. Этот момент далее послужил связующим звеном между той частью ролика, где рука проходит сквозь стакан, и финалом, где я опрокидываю стакан на стол. Эффект прохождения руки сквозь стакан я сделал так. На стол я положил зеленую ткань и все движения рукой снял отдельно. Динамика движений была такова, чтобы на весь этот кусок ушло также около 10 секунд. Чтобы убрать зеленый фон, я воспользовался встроенным плагином K-Light. А для того, чтобы добавить размытие по краям движения, я использовал Refine Matte – стандартное средство для коррекции границ откейных объектов в After Effects. Имитация теней от руки была сделана с помощью обычного Drop Shadow, после чего я откорректировал цветовую гамму на руке для того, чтобы она хорошо вписывалась в фоновое видео. Сам эффект прохождения руки сквозь стекло я сделал самым простым способом, который пришел мне в голову. Я просто вырезал часть стакана, уменьшил прозрачность слоя до 50% и масками последовательно открывал некоторые участки на этом слое, чтобы создавался эффект прохождения пальцев сквозь стакан. Те участки, которые не были вырезаны масками, перекрывали фоновое изображение, и создавалось впечатление, что рука находится за стаканом. После того, как вся работа с иллюзией прохождения руки сквозь стакан была закончена, мне надо было совместить два плана. Первый с рукой, вырезанной из хромакея, и второй, где настоящая рука появляется в кадре вновь. Я расположил эти два видео в стык, и было заметно смещение кадра. Это небольшое смещение я поправил с помощью плагина Corner Pin. А чтобы скрыть момент превращения одной руки в другую, я слегка ускорил видео в этом моменте, чтобы создался эффект случайной тряски. Перед финальным просчетом видео я его слегка увеличил и добавил имитацию движения камеры. Как видите, создание этого ролика не было таким сложным. На всю работу у меня ушел один день. Следующий ролик был чуть посложнее в создании. В нем я держу спичечный коробок у себя на ладони, и в определенный момент он проваливается сквозь руку и падает на подоконник. Весь видеоматериал для этого ролика я снял одним планом. Сначала я располагаю коробок у себя на ладони и держу руку некоторое время в таком положении. После этого я бросил коробок на подоконник в нужном месте и, наконец, снял пустую руку без коробка с небольшим отыгрышем ладонью в момент проваливания коробка сквозь руку. Как совместить все это в одно непрерывное видео? Я использовал плагин Reflex Motion Morph. Это прекрасный плагин для создания морфинга между двумя видеоматериалами. Сейчас за 3 минуты я расскажу, как в нем работать. Допустим, у нас есть два видео, и мы хотим сделать морфинг из одного видео в другое. Видео, из которого мы будем делать морфинг, назовем, к примеру, Source, то есть исходное. Видео, в которое мы будем делать морфинг, назовем Target, то есть целевое. Вы можете видеть расхождение в видеоматериалах. Время, за которое будет происходить морфинг в данном случае, 2 секунды. Отключаем отображение слоя Target и добавляем на слой Source плагин Reflex Motion Morph. В самом верху выбираем, в какой слой мы будем делать морфинг. У нас это слой Target. В параметре Display можно выбрать то, что нам нужно сейчас видеть. Unwarped From – это слой, из которого мы будем делать морфинг.
Unwarped 2 – это слой, в который мы будем делать морфинг. Сам морфинг делается масками. Выберем Unwarped From и нарисуем маску вокруг участка руки. Далее дублируем маску, для удобства выбираем ей другой цвет. В дисплей ставим Unwarped 2, чтобы теперь видеть слой Target. На всякий случай запрещаем редактировать первую маску и после этого начинаем подгонять нашу вторую маску к видео. Теперь, когда обе маски в первом кадре правильно подогнаны, возвращаемся к работе с первой маской. Ставим режим Unwarped From, ставим ключ на пути маски и корректируем эту маску по всему участку. Чем более точно вы будете подгонять маски, тем качественнее будет и сам морфинг. После окончания подгонки масок мы то же самое делаем и со второй маской. Сейчас маски достаточно хорошо подогнаны, пора посмотреть, что у нас получается собственно с самим морфингом. Для этого в начале видео ставим ключи на параметрах Global Warp и Global Blend равными нулю, а в конце видео делаем их равными 100. Как видите, результат довольно неплохой. Небольшое дрожание на этом участке происходит из-за того, что маски недостаточно точно были подогнаны. Откорректируем маски на этом участке. Теперь морфинг выглядит гораздо лучше. После того, как мы разобрались с этим участком, можно переходить к другим. Запрещаем редактирование уже готовых масок и рисуем новую. Этот плагин устроен так, что исходные и целевые маски чередуются друг за другом. Поэтому он всегда воспринимает маску под нечетным номером сверху как исходную и следующую за ним маску как целевую. Для удобства я переименовывал маски, добавляя к ним From и To. Качество для окончательного просчета не забудьте поставить на режим Ультра. Для морфинга руки я использовал довольно много масок. Это были маски не только для контуров, но и для складок на пальцах, а также для подоконника и части окна. Вот что получается после выполнения морфинга. Как видим, вместе с морфингом с ладони исчезает и тень от коробка, а она нам еще понадобится. Как сделать так, чтобы тень осталась на ладони? Мы ставили ключи для параметров Global Warp и Global Blend. Global Warp – это глобальное деформирование, а Global Blend – это смешивание одного видео и другого. Если Global Warp изменять по ключам от 0 до 100, а параметр Global Blend оставить равным нулю, то деформация будет происходить, но видео останется только из исходного материала. То есть в нашем случае коробок вместе с тенью останется на месте в процессе деформации. Естественно, в таком случае картинка начнет искажаться не так, как нам надо, но в данном случае нас интересует только участок с коробком. Я просчитал это видео в отдельную последовательность кадров, чтобы с ней было удобнее работать. Далее я вырезал масками участок с тенью от коробка. Коробок исчезает, но тень от него на какое-то время остается. Работу с коробком мы продолжим чуть позже. Надо перекрыть коробок, который лежит на подоконнике. Делаем это просто. Вырезаем кадр с чистым подоконником и масками подгоняем его по месту. Теперь сделаем само проваливание коробка сквозь руку. Я маской вырезал коробок с видео, хотя по идее можно было использовать и статичную картинку. После этого мне пришлось сделать трекинг ладони, чтобы коробок не ползал по ней туда-сюда. Для эффекта проваливания коробка сквозь ладонь я добавил еще две маски и сделал им анимацию. Имитацию тени от коробка при проваливании сквозь руку я сделал двумя масками. Одна тень была основная, а вторая дополнительная, так как мне понадобилось чуть больше затемнить вот этот участок. Искажение руки при проваливании коробка я сделал с помощью инструмента Mesh Warp. Морфинг в целом получился достаточно хорошо, но вот на этом участке видно искажение, которое нам не нужно. Исправил я это так. Положил поверх слоев статичную картинку пустого подоконника, которую я взял из видео, и с помощью масок оставил нужный мне участок подоконника. Кроме того, вот на этом участке заметно, что во время морфинга часть коробка не успевает исчезнуть и край коробка слегка раздваивается. Исправил я это тоже довольно простым способом. Участок ладони вырезал по маске и в нужный момент поставил поверх края коробка. Ну и осталось сделать последний штрих – маской открыть падение коробка. Коробок после морфинга уже лежал на нужном месте, и надо было лишь добавить фрагмент с его падением. Перед финальным просчетом я слегка увеличил масштаб видео, чтобы ненужные области ушли за край кадра. А также с помощью инструмента Wiggler добавил небольшое движение к видео, чтобы оно не выглядело слишком статичным.
Следующий ролик из серии прохождения сквозь предметы и жидкости – это ролик, где я подставляю руку под струю воды, но вода проходит сквозь руку, никак на нее не влияя. Этот ролик я смонтировал из двух видео. Перед съемками я нанес смываемым маркером несколько точек привязки на саму раковину. Они понадобились позже для точной привязки одного видео к другому. На первом видео я открываю кран и подставляю под него руку. Воду я предварительно перекрыл, так что вода из крана не течет. Во втором видео я снял, как вода просто течет из крана. Это видео я снял без использования штатива, и впоследствии я его отстабилизировал. Если честно, то в создании этого ролика нет никаких особых премудростей. Основная работа здесь – это работа с масками. Маски. Для начала я подогнал оба видео так, чтобы они совпадали по хронометражу. Для этого я отрезал хвост видео с льющейся водой и смиксовал с помощью Opacity с основным слоем. После того, как я сделал двухмерный трекинг первого видео в After Effects, я привязал к нему второе видео. Результат на данном этапе меня устроил. Теперь надо было сделать вот что. Сделать ротоскопинг руки, вырезать те участки струи, которые проходят сквозь руку, а значит не могут быть нам видны, а также еще надо добавить небольшие пузырики в месте, где струя касается ладони, и добавить тени от струи на раковине и на руке. Ротоскопинг руки я сделал с помощью встроенного в After Effects инструмента Roto Brush. Рука хорошо контрастировала с раковиной, и результат получился довольно хорошим. Перед съемками я думал использовать зеленую ткань, которую я хотел положить в раковину. Но ткань давала складки, и о хороших тенях пришлось бы забыть. Еще у меня появилась идея залить всю раковину зеленкой, но от этой мысли я тоже отказался. Далее я вручную вырезал масками струю воды. Тут инструмент Roto Brush справлялся плохо, так как оттенок воды и раковины на фоне практически не контрастировали, поэтому еще пару часов я провел за ротоскопингом струи. Кстати, как показали проведенные перед съемками эксперименты, нижняя часть струи имеет свойство окрашиваться в цвет ладони. Поэтому часть струи я перекрасил в серо-розовый цвет. Тень от струи воды на руке я сделал вот как. Взял уже готовый слой с вырезанной струей и чуть исказил его с помощью Corner Pin. После этого я убрал яркость с этого слоя инструментом Hue Saturation. Далее, чтобы тень не выходила за пределы ладони, я с помощью Set Matte задал маску для тени, а в качестве маски выступил как раз уже готовый слой с вырезанной рукой. Таким образом, тень не могла уйти за границы ладони и постоянно оставалась на ней. Для имитации небольшого искажения тени по рельефу ладони я использовал Displacement Map. В качестве карты искажения выступил все тот же слой с рукой. Для горизонтального и вертикального искажения я использовал параметр Luminance. И завершающим штрихом в работе с этой тенью было небольшое размытие. В результате тень довольно органично вписалась в сцену. Чтобы сделать пузырики в месте, где струя соприкасается с ладонью, я использовал плагин Bubbles. Все, что мне оставалось сделать, это выбрать масштаб слоя с пузырьками, ограничить маской тот участок, где они должны быть, дать легкое размытие и подкорректировать их яркость. Ну а тень от струи на самой раковине я взял из исходного видео и опять же выделил маской нужный участок. На раковину я положил эту тень в режиме Soft Light, чтобы эта тень не перекрывала собой тень от руки, а наоборот дополняла ее. И наконец мне понадобилось закрасить все точки от маркера на раковине. Большинство точек удалось довольно быстро закрасить с помощью инструмента размытия Compound Blur. А остальные точки, которые в определенные моменты перекрывала рука, пришлось закрашивать по маске, используя отдельные слои. Теперь переходим к ролику «Очень хорошенький зум». Какой хорошенький зум. На самом деле ролик в производстве не очень сложный, и многие уже догадались, как он был сделан. Вся суть в том, что есть один слой, который является главным, и увеличиваем инструментом Scale мы именно его. Остальные слои привязываются к главному слою и точно так же будут двигаться вместе с ним. Вот какие слои были использованы в этом ролике. Основной слой – это фотография дома напротив, общий план. Второй слой – фотография области вокруг нужного окна, снятая с увеличением. Третий слой – это, собственно, девушка, которая снимает полотенце. Четвертый слой – стопка книг с очками, лежащими на них. Пятый слой – оконная рама с каналом прозрачности. И шестой слой – это отражение дома в очках, в котором я вижу отражение самого себя. Слои я привязывал последовательно по мере увеличения основного слоя. Основной слой я увеличивал примерно в 2 раза каждые 2 секунды. В результате к 26 секунде параметр Scale основного слоя составил 500 000%.
То есть увеличение оказалось в 5000 раз по сравнению с исходным масштабом. В совмещении слоев нет ничего особенного, надо просто внимательно смотреть на стыки и корректировать их по мере необходимости. Отдельно надо сказать про расфокус. Ведь если предположить, что фокус на съемке я не менял, то фокус должен как раз находиться не на очках и не на девушке, а на моем отражении в очках. То есть это фактически двойное расстояние от камеры до очков, которые лежат на стопке книг. Таким образом, когда очки будут достаточно крупно в кадре, они должны уйти в расфокус, и фокус останется на доме, который отражается в очках. Отражение дома я сделал искаженным, так как очки имеют выпуклую поверхность, и в этом случае обязательно будет искажение отражения. Но тут вопрос, почему в самом конце видео изображение уходит в расфокус и по краям тоже? Ведь все точки отраженной стены находятся практически на одном расстоянии от фотоаппарата. Дело здесь вот в чем. Если фокус фотоаппарата или видеокамеры наведен на определенный предмет, то остальные предметы, которые расположены ближе и дальше, будут в расфокусе. В обычной жизни, когда мы что-то снимаем, разницу в расстоянии между теми объектами, которые находятся в фокусе и в расфокусе, мы легко можем определить. Расстояние в несколько метров или сантиметров между ними легко определяется на глаз. Но в случае с 5000-кратным оптическим зумом расстояние между объектами в фокусе и в расфокусе сокращается до десятых, а то и сотых долей миллиметра. Таким образом, при таком большом зуме даже небольшая кривизна очков будет давать эффект расфокуса. То есть вот эта область будет в фокусе, а вот эта область уже будет уходить в расфокус. Когда зум достигает 5000 крат, то камера фокусируется на окне, где якобы нахожусь сам я. На плече у меня сидит паук, которого я до этого не замечал. Паук – это обычная картинка, которую я притречил к метке, которую, в свою очередь, я поставил на своем плече. В качестве метки выступил кусок черной изоленты. Кроме того, на штатив я поместил изображение фотоаппарата Canon, на который как бы и велась съемка. Но тут я не учел одного. Изображение фотоаппарата должно быть в данном случае зеркально отражено по горизонтали, поэтому в ролике фотоаппарат показан неверно. Когда ролик был почти готов, я добавил небольшое дрожание камеры, которое обязательно присутствовало бы при таком зумировании. С помощью инструмента Wiggler я добавил очень маленькое смещение координат x и y, которое составляло около 1/100. Это смещение координат я применил к основному слою. Тестирую зум. Зум очень хороший. Какой хорошенький зум. Вот это да. Вот это зум. Вот это я понимаю зум. Шикарный зум. Просто отличный. Что такое? Итак, на очереди ролик с необычным подъездом, который может превращаться в лифт, который доезжает до нужного этажа. И после этого за входной дверью подъезда открывается портал непосредственно в квартиру. Для этого ролика я делал трехмерный трекинг 2 раза. Первый раз в программе Buju, чтобы получить трехмерную сцену, в которой и были сделаны все трехмерные рендеры к проекту. А второй раз я делал трекинг камеры в After Effects, для того, чтобы зачищать некоторые огрехи при финальном композитинге. Для создания этого ролика я решил полностью заменить стену с окнами. Из нескольких фотографий стены я сделал текстуру и затер все имеющиеся кондиционеры. Ведь по сюжету ролика все они должны были оказаться на крыше самого подъезда, так как они мешали движению подъезда. Если присмотреться получше, то заметно отличие окон на текстуре от окон слева, там где осталось оригинальное видео. Тени от оконных проемов исчезли, и сами окна стали более приятными на вид. В окнах должен был отражаться и сам подъезд во время подъема, поэтому на месте окон я поставил простые плоскости, которые отражали трехмерную сцену. Чтобы в окнах отражался не только подъезд, но и окружающий двор, я сделал несколько фотографий, которые потом использовал в качестве дополнительной карты отражений. Сам подъезд – это, разумеется, трехмерная модель. Сделать ее было не так сложно. Длину и ширину подъезда я измерил с помощью Google карт, а высоту подобрал на глаз. Текстуры подъезда я сделал из собственных фотографий. Стена, дверь подъезда, плитка на полу, квадратные колонны, козырек – это все простейшие текстурированные объекты. Кроме того, для антуража я добавил спящего мужика на скамейке. Поднимался подъезд с помощью некоего гидравлического подъемника, и по идее все соприкасающиеся части у него должны быть чистыми и сиять хорошо отполированным металлом. Но я решил сделать их чуть грязными, чтобы общий стиль ролика сохранялся.
Отдельно надо было закрасить фон за подъездом, который открывался, когда подъезд уезжал вверх. Для этого я использовал текстуру серой штукатурки, которую нашел в интернете. Кроме того, газовую трубу никто не отменял, она должна проходить по внешней стороне дома по технике безопасности. Ее я собрал из уже имеющихся фотографий. Почему подъезд не задевает газовую трубу при движении, я не знаю. Видимо, инженеры все точно рассчитали. Чтобы тени от подъезда правильно падали на кондиционеры, я сделал простую модель стены и кондиционеров. На слой с тенью я добавил небольшое искажение с помощью Displacement Map, чтобы тень не была такая плоская. Полученный результат я положил отдельным слоем в режиме Multiply. Роль человека, который заходит в подъезд, исполнил я сам. Здесь была небольшая проблема. По мере того, как подъезд поднимается, должен меняться и угол зрения на человека. В тот момент, когда человек находится внизу и подъезд еще не начал движение, мы смотрим на него сверху, под углом. А как только подъезд прибыл на нужный этаж, то камера находится практически на одном уровне с человеком. Операторского крана у меня в квартире почему-то не оказалось, и я вышел из положения так. Сначала я закрепил камеру в самом верхнем углу комнаты, благо более чем 3-метровые потолки Сталинки позволяют расположить камеру так, чтобы она находилась под нужным мне углом. Далее я снял видео, как я подхожу к двери и что-то набираю на домофоне. После этого я переместил камеру ниже и снял видео, как я уже якобы захожу в подъезд. Для совмещения этих двух видео я использовал уже известный вам как минимум по сегодняшнему обзору плагин Reflex Motion Morph. Я сделал морфинг между концовкой первого видео и началом второго. Длительность этого морфинга составила ровно то время, сколько подъезд двигался вверх до нужного этажа. 9 исходных масок и 9 целевых, всего 18 масок. Морфинг самого себя я закончил в течение одного дня. Уже готовую композицию с морфингом я использовал 2 раза. Из первой композиции я вырезал маской руку, поскольку рука, открывающая дверь подъезда, должна перекрывать дверь подъезда. После этого первую композицию я незаметно подменял на вторую, поскольку закрывающаяся дверь подъезда должна была скрыть и меня. Сам портал я поместил непосредственно за дверью, и он вспыхивал на короткое время. Для этого я просто отсчитал простую анимированную текстуру, которая немного напоминала портал. В конце понадобилось немного довести общую сцену. Я вырезал ветку, которая перекрывала подъезд, и положил ее сверху видео. Кроме того, я вырезал по маске голубя, который очень кстати пролетел мимо. И также я вырезал и добавил поверх видео кусты в правом нижнем углу, которые должны были перекрывать тень на здании. Подъезд перекрывал провод, который висел посреди всей сцены. Этот провод я сделал просто. Это слой с обычной маской, на которой используется инструмент строк. Эту маску я подогнал по всему видео так, чтобы она совпадала с самим проводом. Ну и финальным штрихом я добавил небольшие клубы пыли, которые вздымаются после того, как подъезд возвращается на свое место. Короче, вот смотрите, что у нас в Самаре происходит. Минут 20 назад увидел. Вон там мужик что-то набирает. Вот, все, поехал подъезд. Техники безопасности никакой вообще. Вот такие дела. Обычный подъезд в Самаре. Ну что же, вот и все секреты создания этих роликов. Надеюсь, это видео было для вас интересным и в чем-то полезным. Оценивайте видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы. Впереди будет еще много интересного, и я надеюсь, довольно скоро. С вами был Диман Оператор. Всем пока!